Здравствуйте! Доводилось ли вам слышать, что существует нечто за гранью понимания? Что есть то, что невозможно объяснить? В этом видео собраны случаи тех людей, кто утверждает, что им удалось снять как раз подобные вещи. Итак, давайте начнем. Этот мужчина с Филиппин смог снять какое-то, по предположениям, ранее неизвестное существо. Но сам он предполагает, что это Сигбин, из филиппинской мифологии демоническое существо с большими ушами и длинным хвостом, пьющее кровь своих жертв. Naglalakad yung Sigbin, no? Klaro, Ayun, no? Nakatuwad siya, oh. Di ba? Oh? Hindi siya mapakali kasi alam niyang ano to sumpa to Sigbin talaga, oh. Ito yung sinasabi ni Manang Flor kanina, yung malaki yung tinga, tapos pula yung mata, napakaitim na nilalang. Ayan yung creature na sinasabi ko, ayan, oh. Parang pupunta dito mga katabs, oh. Parang pupunta siya dito. Alis to O yan, dyan ka lang. O mga katabs, tingnan nyo agisan ko ng dapag na may orasyon. O, tingnan mo. Diba? Takot siya. Kailangan nyo yung dapag para protection. Существо, попавшее на камеру, очень темного цвета, с длинными задними конечностями и имеет хвост. Затем оно пытается приблизиться к автору, но тот его отгоняет. Мужчина уверен в своей правоте насчет того, что это ранее неизвестное науке существо. Но есть и те, кто не до конца в это верит. Но тем не менее ролик выглядит довольно жутко. Исследователь паранормального Ганту остается на ночь в магазине, который, по слухам, одержим призраками. Его туда пригласил сам владелец, который утверждает, что магазин является местом скопления всякого рода паранормальной активности, и с этим надо что-то делать. И вот что начинает происходить, пока исследователь занят своими делами. В углу комнаты можно увидеть что-то похожее на маленького мальчика, смотрящего на Ганту. Сначала появляется непонятный силуэт около двери со светящимися глазами. Потом становится видно, что эта фигура прозрачная, а в конце она быстро исчезает из кадра. По словам Ганту, после увиденных кадров хозяин помещения еще больше убедился, что в его магазине и правда что-то есть. Это видео было опубликовано в бразильском сегменте Ютуба. Странное существо сидит около ступенек, низко опустив голову. Сложно сказать, что это, но после того, как оно повернуло голову в сторону автора, картинка немного проясняется. На человека оно явно мало похоже. В комментариях встречалось множество версий насчет того, что это могло быть. Были версии, что это гоблин из-за вида заостренных ушей. Другие полагали, что это могло быть демоническое существо, как-то попавшее в наш мир. Но есть и те, кто не верит.
Автор видео уверяет, что все на видео правда, и это существо до ужаса его напугало. И если ролик действительно настоящий, то это одно из самых четких видео, где удалось снять нечто мистическое. В этом видео внук снимает свою неизлечимо больную бабушку, и она ведет себя необычно во время записи. Она утверждает, что маленькая девочка в розовом платье стоит у ее кровати. Стоит отметить, что до этого момента, по словам автора, женщина никогда себя так не вела и находилась всю жизнь в здравом уме. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? A pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese or Chinese? party toiler. Harder. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. Существует определенный феномен, который встречается у людей, которые находятся близко к смерти. Люди, пережившие околосмертный синдром, утверждают, что видели своих умерших родственников или людей, которых другие не видели. Учитывая еще и факт того, что это видео снято за несколько дней до того, как женщину положили в хоспис, то многие верят, что эта взрослая женщина и правда видела нечто необъяснимое, и ей незачем врать на камеру. Недавно женщина скончалась, и ее родственники не смогли больше ничего выяснить. Автор следующего ролика обнаружил дыру в одном из сооружений на своем участке. Недолго думая, он решил посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Но то, что он увидел, очень сильно его напугало. Какое-то непонятное лысое существо разрушает руками деревянное ограждение. Оно стоит на четвереньках и временами смотрит в дыру, которую само и сделало. Все это выглядит довольно странно. Но тем не менее, про это видео не так много информации, и что попало в кадр, как всегда, решать только вам. Эта девушка заметила на своей пробной записи нечто такое, от чего у нее волосы на голове встали дыбом. И вот что было на видео. Что-то проносится мимо ее плеча. Девушка много раз просмотрела эту запись и пришла к выводу, что это нечто, по ее словам, пролетает слишком быстро для нашего измерения. Она уверена, что в кадр попало нечто малоизученное и необъяснимое. Команда исследователей паранормального входит в заброшенную школу, по слухам населенную призраками. Но уже в самом начале начинает происходить что-то странное.
Но потом все становится только хуже. Начинает происходить череда жутких событий. Cara, olha isso. Cara, olha isso. Dá uma olhada, pessoal, dá uma olhada. Cara, é impressionante. Opa! Cara, olha isso. As últimas vezes aqui, pessoal, foi que pegou pra escutar. Rapaz! Olha isso. Olha isso, cara. A porta abriu desse jeito. Olha isso. Все эти события слишком напугали команду. Что это было? Автор впервые сталкивается с подобным и просто в шоке от всей ситуации. В конце концов, они в какой-то момент решили быстро покинуть помещение и больше пока туда не возвращаться. А на этом видео маленькая девочка играла со своей куклой. И вот что случилось спустя несколько минут. Вначале можно услышать нечто похожее на хлопок. Сразу после этого маленькая девочка расплакалась и побежала к родителям, утверждая, что ее ударила кукла. Многие поверили этим кадрам, говоря, что маленькие дети не лгут, и плач ребенка был искренним. С этой куклой происходило уже немало странных вещей, которые хозяева дома не могли объяснить. Поэтому они поверили своей дочери в этой ситуации. Вот и подошел к концу этот выпуск. Как всегда напоминаю, что я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. Всем удачи и до новых встреч!